Всем здравствуйте! В этом видео я покажу, что интересного посмотреть в Лиде за один день. Конечно же, величественный замок Гедемина, размеры которого просто потрясают, особенно если вдуматься, что это было построено в XIV веке. Покажу интересные и знаменитые лидские скульптуры и арт-объекты. Сверим часы по солнцу, хорошо, что я приехала в такой ясный день, но даже скульптура командировочного напоминает. Давай, начинай уже, так что обо всем по порядку. Не зря Беларусь называют страной замков, ведь источники 17-18 веков утверждают, что замков на нашей земле насчитывалось около сотни. Конечно же, есть страны, где замков побольше, та же Франция, например, но зачем сравнение? Давайте ценить то, что есть, и гордиться этим. Город Лида получил свое название по одной из версий от балтийского слова «лида» – вырубка, освобожденное от леса место. Иногда название города связывают с женским именем. Существует даже трагическая легенда. Одну из дочерей Гедемина, памятник которому украшает площадь города, назвали Лида. И когда пришла пора выдать ее замуж, то Гедемин руководствовался прежде всего политическими мотивами и выбрал в мужья старого и дряхлого, так называемого жениха. Узнав это, дочь вбежала на стену замка и бросилась вниз. Гедемин с горя после этого приказал назвать земли, на которых стоит замок, в честь дочери. Но это только красивая легенда. А первое упоминание о Лиде относится к 1323 году, когда великим князем Гедемином у слияния речек Лидейки и Каменки была заложена крепость. А уже с 1396 года Лидская волость была отдана потомку Чингисхана Тохтамышу. Так что история этого места весьма интересна и разнообразна, и замок стал свидетелем разных эпох, наполненных политическими, экономическими и культурными событиями. Замок Гедемина построен как боевой форпост для защиты от набегов крестоносцев, и каменная цитадель в Лиде вошла в общую систему оборонительных сооружений государства, которые располагались в Вильно, Креве, Троках, Мельниках, Новогрудке и Гродно. Это удивительно, но замок был построен за 5 лет. Стены шириной 2 метра кверху могут в некоторых местах сужаться до 1,5, а высота 14 метров. Есть мнение, что на строительство замка ушло 1,5 миллиона кирпичей и около 23 тысяч кубов камня. И кирпич для постройки в то время делали, конечно же, вручную, и назывался он пальчатка. Дело в том, что мастер после того, как укладывал глину в форму, проводил рукой по верхнему слою, и получались соответствующие борозды, оставленные от пальцев. Это было необходимо для лучшей сцепки кирпича с раствором, и только затем кирпич обжигался в печи. Таким образом, стены были крепче, и разрушить их было не так просто, хотя время с этим справилось гораздо успешнее. Замок неоднократно испытывал на себе удары чужеземцев, но самые большие разрушения для него принесло испытание временем. И реставрация началась здесь в 1908 году. Тогда северную стену забетонировали, но самые большие восстановительные работы здесь проводились в 1970-80-х годах. А окончательно удалось восстановить западную стену и башню только к 2010 году. Развалины некогда этих могучих стен вдохновляли многих художников, благодаря чему до нас дошли в том числе рисунки изображения Лидской крепости, и рисовал ее и Наполеон Орда, но самая точная художественная работа – это рисунок художника Василия Грязнова 1874 года. Она отображает все мелкие детали, и благодаря этому в том числе удалось так точно восстановить эти стены. Реставрационные работы продолжились и после 2010 года, и сегодня здесь используют вполне себе современные технологии, которые вдохнули новую жизнь в старый замок. И QR-коды, и интерактивные экраны. Экспозиция музея замка дополнена картинами в тематике того времени и экспонатами, найденными на этом месте при археологических раскопках. И это была крепость не только для защиты, но и жилье феодала. Княжеские комнаты располагались на верхних этажах башни. Замок строился, как я уже говорила, для защиты местного населения от набегов крестоносцев. И такой большой двор мог вместить в себя огромное число жителей. Приезжали на повозках, вазах с детьми, имуществом и домашней живностью, располагались внутри крепости и спокойно пережидали набег. Тогда все это было очень быстро, набеги были до 2 недель, и можно было спокойно пересидеть и переждать, укрывшись в цитадели.
Если же пройтись по галерее замка, то понятно, что такой хороший обзор способствовал лучшей обороне замка. Вражеские набеги можно было заметить сильно заранее. Великолепный обзор на все 4 стороны света просматривался здесь на много километров, дежурившими здесь дозорными. Особо внимательные могут увидеть, что бойницы на стенах замка имеют разный размер. Дело в том, что у них была разная специализация. Более широкие предназначались для арбалетчиков, а более узкие для стрелков из лука. В них даже есть специальные откосы, чтобы рука с луком была максимально приближена к бойнице. Стены замка обладают уникальной акустикой, которую постарались сохранить при реставрации, и реставрационные работы начаты только в 1985 году. Тогда замок был законсервирован и уже началось его восстановление, а до этого он представлял собой почти руины. В 1955 году на территории замка существовал даже небольшой стадион. Сейчас в стенах замка проводятся концерты и различные мероприятия, и благодаря вот этой уникальной акустике говорят даже, что неважно, на каком месте ты сидишь, в первых рядах или, что называется, на галерке, везде будет слышно великолепно. В экспозиции замка есть макеты различных оборонительных замков Беларуси того времени, и в том числе макет Лидского. И там видно, каким он был первоначально при строительстве в 1323 году. И можно увидеть, что башня была одна. Вторую башню построили напротив, уже по приказу князя Витовта, внука Гедемина, в конце XIV-XV веках. Витовт достроил замок накануне Грюнвальдской битвы, в которой принимала участие и Лидская хоругвь. Сейчас уже в замке проведены коммуникации, во дворе появились новые сооружения, административные здания, кузница, 2 колодца, кафе, конференц-залы и даже сувенирная лавка. В 2017 году в Северо-Восточной башне открылась выставочная экспозиция, где рассказывается о строительстве Лидского замка, о военных событиях у его стен, история замка. Также есть интерактивный зал, где воссоздан пир в честь женитьбы польского короля Ягайла, внука Гедемина, на Софье Гольшанской. В экспозиции представлены аутентичные предметы, найденные на территории замка во время раскопок. Разные этажи башни представляют собой разные исторические события, и музей постарался раскрыть тему образования Великого княжества Литовского в контексте Европы, ведь немногие гости музея, как оказалось, знают, что такое ВКЛ, Великое княжество Литовское, и Литва того времени и современная Литва – это 2 разных государства. Пройти все этажи башни было невероятно интересно. Уникальные предметы экспозиции, рыцарские доспехи, зал охоты, исторические макеты и реконструкция. Каждый найдет для себя что-то интересное, поэтому рекомендую посетить лично. Во дворе Лидского замка проводятся рыцарские турниры, где реконструируют бои в аутентичных костюмах того времени. Я ни разу не была, но теперь уже непременно приеду, очень заинтересовала. Напишите, кто был, как вам и что особенно понравилось и запомнилось. Грандиозный, загадочный и притягательный. Именно такие эпитеты приходят на ум после посещения замка. Однозначно рекомендую для того, чтобы посмотреть, какая история Беларуси у нас была и что в XIV веке, какое грандиозное сооружение могли построить наши предки. Город Лида не маленький, он насчитывает больше 100 тысяч населения, и посмотреть здесь помимо замков есть что. И все расположено в пешей доступности, даже не пришлось никуда ехать. Крестовоздвиженский костел в Лиде. Его возвели в 1747-1770 годах в стиле виленского барокко по проекту архитектора Иоганна Глаубица. И с тех пор его не закрывали и не перестраивали. В костеле есть икона Божьей Матери, которая несет в себе некую мистическую подоплеку. Дело в том, что прообразом для написания иконы послужил лик Барбары Радзивилл, той самой женщины, которую полюбил король Сигизмунд Август. И эта любовь была, что называется, вопреки. Он король, она не королевских кровей, но из очень могущественного рода и очень красивая. Когда король женился,
Его мать, Бона Сфорца, была в ярости. Сейм тоже требовал расторгнуть брак, но нерешительный ранее король на этот раз проявил недюжинное мужество и отстоял свое личное счастье. Барбару Радзивилл даже признали королевой, но семейная идиллия была недолгой, она неожиданно заболела и вскоре умерла в страшных муках. Вполне возможно, что к этому была причастна мать Сигизмунда, Бона Сфорца. Есть мнение, что она ее отравила. После этого все пошло не по плану, но это так краткий пересказ, а кому интересно, загуглите историю любви Барбары Радзивилл и Сигизмунда. Уверяю вас, там и мелодрама, и триллер, и детектив. В общем, сходить, посмотреть еще раз и вспомнить историю весьма интересно. Следующий нетипичный в архитектурном плане храм – это нынешний православный собор Архангела Михаила в Лиде. Он является бывшим костелом святого Иосифа католического ордена Пиаров, возведенным в 1797-1825 годах. И сооружение каменного храма Ротонды, заменившего прежний деревянный, растянулось на четверть века. Деньги на его строительство, 5000 рублей, пожертвовал сам российский император Павел I. Собор стал православным в 1863 году после перестройки сгоревшего костела. Интересный факт. После закрытия в 1957 году храм с 1960-х годов стал использоваться как планетарий, и, глядя на купол внутри собора, становится понятно почему. Как планетарий храм использовали вплоть до возвращения его православным верующим в 1996 году. Весьма необычное в архитектурном плане решение, и тоже интересно зайти посмотреть. Есть в Лиде много интересных архитектурных арт-объектов. Конкретно вот эта черепаха с часами солнечными поставлена здесь в 2008 году. И время, кстати, показывает правильно. Почему? Потому что астрономия – это наука. Есть здесь и свой рояль в кустах, и банщик Вася, и командировочный. Все это я тоже покажу. И я здесь первый раз, и раньше не была. Как-то все путешествовали по заграницам, а у нас, оказывается, и тоже есть что посмотреть. И гораздо интереснее, и довольно доступно по ценам, и по логистике, как добраться. И неизвестно еще, как скоро бы я доехала до Лиды, если бы не оказия. Я приехала сдать паспорт на визу в визовый центр. Но не для того, конечно, чтобы снова за границам ездить. У меня скорее практические цели. У меня заканчивает дочка учебу в Италии, переезжает в Нидерланды, в Роттердам. Поэтому ее фирма пригласила там на работу в качестве дизайнера. И вот теперь надо побывать и там, навестить свою любимку. Для этого нужна виза. И у меня на канале есть видео, как записаться на визу самостоятельно. Но я всегда это делала сама. Но в этом году это какой-то квест. Пришлось попросить помощи и проконсультироваться в фирме ML Travel. Это гродненские ребята, находятся на Кирова, 36. Ссылку на них я оставлю в описании к видео. И благодаря их грамотной консультации мне удалось записаться уже через 2 недели после обращения. И, кстати, для зрителей канала действует скидка. По промокоду Ольга Travel скидка на некоторые услуги до 10%. В общем, очень рекомендую. Вот такой мне запомнилась Лида. Съездите, посмотрите своими глазами, погулять вполне себе годится. Много кафе и ресторанов, есть где перекусить в перерывах между осмотром достопримечательностей. И если видео понравилось, не забудьте поставить лайк. Это ваше маленькое спасибо мне. А я еду дальше, раз уже забралась в Лиду и Лидский район. Еду к загадочной заброшенной усадьбе Святополк-Четвертинских. Тем более у нее сменился собственник, и говорят, что там что-то стало меняться в лучшую сторону. Вот и посмотрим. Так что далеко не уходите. Скоро новое видео. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.